3 октября разработчики нам выпускают очень большое и глобальное обновление, в котором будет изменена графика, добавлены новые скалы, будет полностью изменен подводный мир, новые DLC, каньоны, озера и реки. В общем, обновление очень большое. Итак, давайте начнем. Первое, самое главное, что вы увидите, когда станете на пляже, это, конечно же, новые скалы, которые разработчики обновили и в целом неплохо вроде как оптимизировали. По крайней мере, это обновление должно, возможно, на некоторых машинах заработать получше. Но тут много сомнений, и, как обычно, разработчики будут дорабатывать это все. Конечно же, готовьтесь к многим, конечно же, багам. Для сравнения показываю несколько вариантов скал новых, конечно же. Можете в комментариях написать, какие скалы вам больше нравятся, новые или же старые. Еще разработчики вдоль всего побережья набросали вот такие огромные глыбы камней, которые там либо были, или же упали, конечно же, с наших вот этих новых скал. В любом случае, смотрится достаточно прикольно. Да и к тому же за ними можно будет укрываться, когда вы приплываете на лодочке. Помимо обычных скал, разработчики также добавили самую главную имбу. Это небольшие такие скальные образования, в которых можно построить дом на 50-100 ракет, а то и больше. Тут уже все зависит от ваших ресурсов. Эти все скальные образования, конечно же, разбросаны абсолютно по всей карте. И их количество примерно около 10 штук, конечно же, все зависит от размера карты. Так что, когда зайдете на сервачок, обязательно ищите один из таких. Кстати, скажу вам по секрету, там Goodjoint сделал базу в скале на 90 ракет. Так что, когда смотрите обзор, можете заценить. Еще разработчики вернули старые варианты вот таких вот образований. Это где таких 3 столбца стоит, а посередине ты мог строить дом. Зачем они их убирали, не совсем понятно, но вот обратно вернули. Если раньше реки были не слишком уж длинные, да и возле этих рек зачастую селились какие-то фермеры для того, чтобы у них была пресная вода, то сейчас эти реки ой какие огроменные. Начинается это все из маленького такого ручейка, который перетекает в огромную такую речечку, которая, конечно же, впадает в океан. Покататься по такой речечке на лодочке вы особо не сможете. Почему? Да все очень просто, потому что разработчики, во-первых, такие вот каменюки огромные разбросали, ну и к тому же, конечно же, эти реки всегда пересекаются зачастую с дорогой. Поэтому, да, придется лодочку немного потолкать. Чтобы скрафтить копье, вы всегда добывали дерево обычное, что занимало достаточно много времени. Теперь же разработчики нам вернули старые бревна с Rust Legacy. При добыче камнем вы получите 400 дерева, каменной киркой 787, ну а металлической 884. Сами же бревна добываются очень и очень быстро. Те, кто играли Rust Legacy, немного всплакнут. На протяжении многих лет я от разработчиков требовал, чтобы они убрали воду из-под карты. И вуаля, это наконец-то произошло. Помогло ли производительности? Да хрен его знает, поиграем, посмотрим. Но сам факт. Ну а теперь переходим к озерам, потому что разработчики их добавили. Если раньше сложно было вообще назвать озером, там такой маленький клочочек водички, да, то теперь озера как озера. Есть огромный такой вот кратер, в котором у нас, конечно же, пресная вода. Это, конечно же, большой кайф для фермеров. Ну а также, помимо обычного озера, нам добавили оазисы в пустыне, конечно же. Там тоже пресная вода, и можно ловить рыбку или строить вообще ферму. Ну и самое такое глобальное, что разработчики сделали, они добавили нам каньоны, которые охренеть какие здоровые, занимают просто 1 000 000 квадрат на карте. И, скорее всего, конечно же, снизу будет очень много фарма. Кстати, рекомендую сверху ставить вышечки из болтовочки, убивать вот этих чувачочков, которые там будут... осуждаю такое, это я буду в ролике заниматься. Собственно, зачем эти были кратеры добавлены, непонятно. Но что есть, то есть. Лишнего места как бы на карте и так нету, а тут еще и... Ну, ладно.
Также разработчиками была добавлена новая РТшка. В новый Rust не надо кудахкать в комментариях, что это с Rust Legacy. Я прекрасно знаю, поэтому это РТшка, если что, у нас Rust Legacy, которая перекочевала уже в новый Rust в новом виде. Во-первых, как можете заметить, у нас на каждом практически здании нарисована радиация. Если мы подойдем сейчас в какое-то из зданий, кстати, если мы просто ходим по средине примерно так, да, у нас радиация не бьет вообще никаким образом. Но как только мы приближаемся к самому непосредственному зданию, радиация начинает, конечно же, хлестать. Поэтому, конечно же, нужно будет одеяния всякие надевать на себя. В первую очередь, это у нас тут куча гаражей, в которых, конечно же, можно детали найти. Тут обычно зеленый ящик стоял, но сейчас его нету. Сами детали вот здесь находятся и много где на самом деле. Всякие у нас интересные заметочки есть, но это вы, конечно же, сами побегаете, непосредственно посмотрите уже вблизи, кому интересно. Кстати, чтобы бегать практически по всей этой РТшке, вам понадобится всего лишь 10-11 защиты. Но кроме этого вот здания, где находится непосредственно переработчик. Также на этой РТшке у нас присутствует много всякого паркура. И, конечно же, есть самое главное. Это у нас переработчик. Переработчик у нас находится в этом здании, там, где у нас зеленая вот эта вот машина. Мы заходим внутрь и поворачиваемся налево. И чтобы у данного переработчика можно было перерабатываться, вам понадобится 25 радиаций, не меньше. Потому что если меньше там будет, то у вас потихонечку будет радиация набираться, как-то так. Также этот переработчик на самом деле можно закембить. Правда, это достаточно сложно сделать, поэтому разработчики немного ящики подвинули. Но под садом достаточно легко кого-то можно будет убить. Ну и заглянуть вообще, кто-то в переработчике сидит или же нет. Подъем у нас на второй этаж. В общем, особо эту РТшку палить не буду. Побегайте и посмотрите ее сами, как говорится. Но не забывайте то, что опять же тут очень много паркура. И залезть можно практически везде. Так как РТшка называется «Токсическая деревня», у нас, конечно же, здесь разлитые токсины. Есть вот такая вот интересная вода. Именно вода, потому что ее, видите, можно дринк пить, но она ядовитая радиация, конечно же, потому что разработчики нам добавили как раз-таки радиационную водичку, и тут сейчас поподробнее расскажу о ней. Во-первых, я им много раз бросал вот эту вот фишку, то что ее можно пить, но когда ты пьешь, ты типа отравляешься. Но почему вы вообще разрешаете ее пить? Да ладно, мы можем ее также набрать, конечно же, канистры. Там сразу появляется такая иконочка, то что это все дело с радиацией, так что, как говорится, будь осторожен. Давайте куда-то вот сюда выйдем, снимем с себя хазик и обольем себя. И после чего мы, конечно же, получаем радиационное облучение. Но есть нюанс. Если мы будем сейчас находиться в хазике или же накинем всего-то 10% защиты, давайте куда-то сюда дойдем, давайте себя обольем еще раз, то радиацию мы никакую не получим. Демонстрирую, что я не в хазике. Вот такие вот делишки. Прилетел сейчас на тестовую площадку, и тут есть некоторые нюансы. Если у вас есть радиационная вода, то вас будет плющить радиацией. Дабы избежать этого, вам нужно всего-то 2 радиации не хватает. Нет, даже 2 радиации хватило, чтобы как раз-таки избежать радиационного облучения. Смешно ли это? Конечно, потому что всего 2 радиации. Возможно, даже с одной радиацией сработает. Я просто не знаю, на какой одежде у нас есть 1 единица радиации. Я также придумал достаточно интересную и веселую ловушку. Но дело в том, что уже ее снимать не актуально, потому что, смотрите, если мы оставляем там условно 5 радиаций, включаем нашу водичку. Наша водичка, если что, радиационная. Вот, у нас, значит, радиация сама пошла кряхтеть. Если мы сюда докидываем буквально кофту, и у нас становится 10 радиаций, то, понятное дело, нас уже не будет облучать эта радиация, поэтому ловушка идет коту под хвост. На нее можно ловить только бомжей. Как-то так. Я также пытался еще залить в бассейн эту радиационную водичку, но кнопочка просто не работает. И даже если мы с вами попытаемся туда что-то залить,
то как бы водица туда не заливается. Вот так вот. Также с радиационной водой тут есть такой вот интересный нюансик. А заключается он с тем, что когда мы поливаем хотя бы одну грядку, то все наши растения моментально же умирают. Так что можно на самом деле вот так бегать и руинить фермерам или вашим друзьям-фермерам грядки. Как-то так. Но не делайте этого, потому что чая вы не получите потом. Кстати, вот еще такое достаточно интересное изменение. Если раньше язык вы могли справа вот здесь изменить, то сейчас его перенесли в интерфейс. Вот сюда. Теперь нам нужно пролистать в самый низ. Вот у нас русский язык есть. И все, как бы вот мы, пожалуйста, поменяли. Также нам разработчики добавили нового торговца. Находится он, если что, вы сразу поймете, у нас обычная такая вот серенькая дорожка есть, не основная. И такой кружочек, да, по которому вы сможете ориентироваться. Единственное, что тут должен гореть магазин, но магазин разработчики просто убрали, чтобы данный торговец как бы, ну, был, знаете, какой-то типа изюминкой, и его так часто не убивали, потому что данного торговца, конечно же, можно убивать. Как можете заметить, есть тут войти-магазин. У этого также торговца, если что, растут вот такие вот интересные гены. То есть мы их можем либо клонировать, либо просто покушать. Вот так вот. Возможно, еще где-то тут грядка находится, я, если честно, не помню. Это вы сами полазите, потому что вам будет интереснее. Что он вообще продает? А продает он достаточно интересные вещи. Я не знаю, кстати, будут ли меняться данные предметы как-то там по-другому, но смотри, ха-ха, нифига себе, на самом деле. 2 шприца за 10 скрапа. Имба, да капец какая имба на самом деле. Класс, мне нравится. Единственное, что грустно, то что его можно вот так вот убить. У него по луту нету ничего. Респаунится он, по-моему, в течение 30 минут. Вот как-то так. Надеюсь, данный торговец вам очень понравится. Перейдем к оружию, а также DLC нашей. Во-первых, нам добавили, конечно же, револьвер тяжелый. Эта вся махина будет стрелять на 5.56. Его уже, по сути, полностью доработали, но, опять же, есть нюансы. Как будто бы он на самом деле конкретный, useless, и сейчас вы поймете почему. Во-первых, изучается он, если что, по второму верстаку, находится у нас возле патронов, вот здесь. И чтобы сюда дойти, потребуется 1500 непосредственно скрапа. Ну а чтобы до томика, такое же самое количество. Короче, значит, разработчики, так как его сделали на втором верстаке, конечно же, опять еще раз повторюсь, он у нас на 5.56. По крафту у нас, конечно же, он дороже, чем обычный питон выходит. Вместо 3 труб нам потребуется целых 4. Ну а также, что самое смешное, нам сюда еще нужно будет добавить одну шестеренку. Но единственное, что затребует данный револьвер тяжелый на 4 МВК меньше, чем питон обычный. Ну а теперь переходим к характеристикам. Если у питона нашего 55 урона, то у ревика тяжелого у нас 65 целых. У калаша, если что, 50 урона. Это так, на всякий случай. И пуля, конечно же, летит намного дальше, чем у ревика, потому что это у нас 5.56. Если с питона мы можем быстренько вот так вот зажать моментально и убить какого-то калашиста или бомжа обычного, то вот с нового ревика тяжелого так не получится, к сожалению, потому что, во-первых, давайте я один раз стрельну. У нас неплохая отдача, но она такая же самая, если что, как и у нашего питона. Если мы быстренько начинаем зажимать, то, понятное дело, скорострельность просто ужасная. Если вы задаетесь вопросом, можно ли этот ревик закидывать в турель, то, собственно, вот. Запустил я турель на обычном питоне, давайте посмотрим, за какое время нас убьет турель. Что же, это было достаточно очевидно, потому что за 1 секунду нас турель на питоне убила. Ну и второй тест у нас уже с тяжелым револьвером. Посмотрим, как быстро он нас убьет. Но, как вы уже могли понять, убивает он, ну, очень и очень медленно. Поэтому тяжелый ревик в турель пихать, ну, достаточно очень плохая идея. Возможно, на зажигательных патронах он более-менее лучше себя покажет, но все же это говно. Помимо обновления с графикой и револьвера нового, нам также добавляют новую DLC, в котором будет 3 позиции.
Первое, это у нас вот такая вот двушка, точнее это скин, это ружье такое вот у нас, здоровое-здоровое. И данный скин я вообще не могу рекомендовать вам к покупке. И вот почему. Во-первых, помимо двушки нам еще добавили обычный вот такой вот топорик. Да, тут прикольная анимация, но на этом по сути практически все. Ну и самое такое, конечно же, главное, это у нас скин вот такой вот на хасик. Единственное, что он достаточно такой темненький, разработчики пытались его сделать под скалы, но на самом деле, скажу так, он конкретный такой useless, да, прикольно сделан, но тут есть, конечно, вот такие вот смешные дефектики, разработчики все их не починят, и починят ли непонятно, но вот что есть, то есть. Ну и самое главное, почему я не рекомендую данный DLC покупать. Основная проблема это визуальное такое заблуждение. Если двушкой мы прицеливаемся, подходим к стенке, и в целом эта двушка как будто бы не вылазит у нас из стенки, это, если что, у нас обычная двушка. Как вы можете заметить, двушка, конечно же, вылазит. Поэтому, если вы сидите под дверьми, не сильно пихайте ее, пожалуйста, в двери, потому что вас будет видно. А вот теперь мы уже переходим к новому скину. Я на таком же самом расстоянии стою. Визуальный эффект нам дает понять то, что данная двушка никаким образом, видите, никаким образом как бы туда внутрь не проваливается. Но когда мы отлетим, все иначе будет. И, собственно, вот причина, по которой данную двушку вообще никаким образом не надо брать. Зачем вам тратить 1000 рублей, когда вас с легкостью будут палить, что вы сидите под дверьми, если вы, конечно, это делаете, а вы это делаете. Собственно, данное DLC вообще никаким образом не рекомендую, лучше купите бочки. Вот бочки это топчик. Помимо новой графики, разработчики также переделали море. Мы сейчас к нему перейдем, но сперва где-то то ли 2 месяца назад разработчики нам добавили, как он там называется, подводный двигатель, как-то так переводится. В общем, пускай так и останется. Изучается на 2-м верстаке. Давайте изучим его за 75 скрапа. Изучается данное творение, как я и сказал, на 2-м верстаке за очень-очень малое количество скрапа. Крафтится он, если что, за одну микросхему и 15 МБК, что на самом деле очень дорого, и сейчас вы поймете почему. Итак, давайте данный двигатель возьмем и установим непосредственно в воду. Все замечательно. Теперь, наконец-то, обходим. Это какая-то багулина была. Кстати, когда вы его поднимаете, ХП у него ломается, что, ну, как будто бы так себе. Почему я и говорю, что useless. Садимся за него и давайте смотреть. Значит, шифтом мы всплываем, а через Ctrl мы, наоборот, как бы вниз идем. Но пока что из-за глубины, скорее всего, не можем. Развивает данное творение у нас скорость в 22 километра. В целом, как будто бы шустренько, да? Можем альтом, если что, поворачиваться. Ну да, быстрее, чем... Я бы, конечно, сказал бы, что тут скорость такая же самая, как и у какой-то лодки, но, понятное дело, что поменьше. Но, знаете, альтернатива неплохая, чтобы кататься на какие-то нефтянки, потому что мы также можем остановиться и просто его как бы забрать. Кстати, если мы сейчас попытаемся на него залезть, давайте это и попробуем сделать, то он просто... Не, он, кстати, стоит на месте. Да, мы можем залезть на него и просто начинать настреливать чуваков. Это очень странно, потому что как будто бы разработчики должны были сделать так, чтобы он либо тонул под вашим весом, да, или же просто, ну, разбивался. Помимо этого всего, у него также есть фонарик, который вы пока что не видите. И сейчас мы уже спускаемся, конечно же, в самый низ. Но прежде чем это делать, сперва давайте немного пролетим. Я специально отключил воду, чтобы вы вообще видели, что внизу у нас происходит. Во-первых, если раньше у нас были прекрасные вот такие вот корабли, то теперь эти корабли все заменили на такие вот скалы, где, конечно же, на некоторых скалах присутствует такой вот интересный разбитый
самолетик, который когда-то там летал, но, к сожалению, упал. Там, кстати, есть, если что, пилот даже внутри, показывать его не буду. Ну и, конечно, разбросаны вот такие вот ящички. Давайте попробуем туда непосредственно опуститься. Я пока что воду не буду отключать. Нам, кстати, заменили буйки. Если ориентир был... это обычные бутылки, которые охренеть как плохо было видно, то сейчас вот смотрите. Нам добавили самые настоящие буечки, вот такие вот, которые, кстати, немного такие, знаете, уже обросли. Я, конечно, пытался кучу раз на этот буечек залезть, но ни разу у меня это не получалось, что очень-очень странно. Но чтобы, короче, не залезали на него, да, и просто не убивали типов. Но, тем не менее, у нас вот такая вот классная штука есть, на которую мы можем как бы залезть без, ну ладно, с проблемами. Я нажимаю, значит, Ctrl и просто спускаюсь в самый низ. Ну а через Shift мы, конечно же, всплываем. Давайте оденем маску, чтобы мы хотя бы что-то видели. Кстати, разработчики тут немного переделали это все. И получается так, что чем глубже, тем видимость у нас просто конкретно ухудшается. Тут более-менее видимость есть, хоть какая-то. Кстати, возможно, разработчики видимость чуть-чуть улучшили, потому что до этого она была ужасная. Свет у данного прибора хреновый. И будет ли что-то он подсвечивать, ну, я не думаю. Так, мы его, значит, вот здесь где-то оставляем. Конечно же, нужно включать обязательно светильничек у него, чтобы он оставался. Тут, кстати, свет не так уж и сильно светит, потому что мы его просто потом не найдем. Вот давайте, смотрите. Мы за него садимся сейчас. Выключаем свет. И даже если мы вот так вот сдалека будем плыть, если честно, его будет очень и очень плохо заметить. Поэтому свет обязательно включайте, если вы просто лутаетесь. Через некоторое время, скорее всего, он должен всплыть, но это всего лишь теория. Ну и, собственно, подплываем и лутаем вот эти вот ящички. Если что, ножиком пару раз ударили, и он всплыл. Пишите в комментариях, что больше всего понравилось вам из обзора этого всего. Буду благодарен, если поставите лайк, ведь я с этого ролика 0 денег получу. Не забывайте также подписываться на канал, ну а также жду вас в телеге. Там очень много новостей про обновление.